Парламентская ассамблея Совета Европы признала Владимира Путина диктатором, а режим в России диктаторским. Вот так вот. Это «Россия без будущего». Меня зовут Александр Романенков. Я нахожусь в России, и я ватник. По ту сторону экрана мой соведущий Андрей Кузичкин, и он русофоб. И как раз привет, Андрей. Саш, привет и привет всем нашим зрителям, слушателям. Из Европы, из Эстонии. Сейчас об этом подробнее поговорим. Начинаем. Ну и сразу к тебе вопрос, Андрей, поскольку ты находишься в Европе, да, немногие понимают. Вот ПАСЕ, во-первых, что такое ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, немногие вообще россияне, да, я думаю, не каждый европеец вообще понимает, в чем их функция. Вот признали они сейчас Путина диктатором. Но вот с другой стороны, что это значит? Я для себя прочитал. После окончания его текущего срока, то есть вот этого вот, который он сейчас занимает, президентский срок, четвертый или там как бы официально второй после перерыва, после рокировки, он не может быть признан человеком, легитимно удерживающим власть. ПАСЕ призывает все страны, независимо от их членства в МУС, это Международный уголовный суд, который в прошлом году, мы помним, да, выдал значит, как эта штука называется, Ордер, ордер на ордер. арест Владимира Путина, деловые контакты с Россией запрещены, взаимодействия, возможно, на гуманитарном уровне для поиска мира. Вот что все это значит? Потому что когда я все это прочитал, ну, ты знаешь, я так немножко даже улыбнулся и где-то подумал, если напугали ежа голой жопой в очередной раз, потому что мы помним, тот же ПАСЕ, по-моему, в прошлом году признавал Россию страной-спонсором терроризма. По-моему, они это делали. Потом, да, действительно выдавали вот этот вот ордер Международного уголовного суда на арест Путина, но, в принципе, при этом вот с него как с гуся вода, он живее всех живых, продолжает оставаться на своем месте, продолжает встречаться, общаться с какими-то зарубежными лидерами в том числе. То есть, в общем, ну, никакого удара серьезного по нему не случилось, несмотря на то, что это все предрекали. Вот в этот раз что это значит, я хочу понять. Ну вот. Ну, а дальше спрошу. Да, ну, надо объяснить, конечно, что в Европе довольно разветвленная система разных демократических институтов и представительных. И многие путают на самом деле Совет Европы с Европейским Советом, но Европейским Союзом, извините. Европейский, да, Союз– это как раз вполне такой жизнеспособный деятельный орган, объединяющий 27. Европарламент, наверное, ты имел в виду. Нет, нет, я пока разговариваю про Евросоюз. А, Говорю за Евросоюз. мгм. Евросоюз, да, 27 стран, и там есть свое правительство, называется комиссия, да, Европейского Союза. Есть свой парламент, так и называется Европарламент, куда избираются представители от каждой из 27 стран пропорциональной численности населения. А есть параллельно Евросоюзу существует еще так называемый Совет Европы. Это более расширенная организация, которая включает 47 членов, то есть 27 ЕС и 47 в Совете Европы. Ну и если Европейский Союз принимает решения, которые имеют юридическое значение, правовые последствия, то Совет Европы– это такой совещательный орган. И в нем, в частности, Рекомендательный характер, я правильно понимаю да, твою конечно, и идею? решения носят в основном рекомендательный характер, то есть коллегиальный, консультативный, где собираются, что-то обсуждают, там тоже и главы правительств встречаются, и есть вот такая вот структура, которая как раз и называется ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы. И туда не избираются, но делегируются представители от парламентов национальных каждой из 47 стран, которые входят в Совет Европы. Там у нас и Грузия есть, и Азербайджан есть, поскольку это тоже европейские страны. И Россия, да, буквально этого года тоже принимала участие в работе ПАСЕ, но потом по понятным причинам, значит, представитель был оттуда отозван и даже исключен из многих, представители России были исключены из многих комитетов. И я вот хочу, конечно, обратить ваше внимание, что вот это решение о признании Путина диктатором, а России страной диктатурой была принята эта резолюция 43 голосами, то есть, ну, буквально по одному представителю от каждого парламента. И, конечно,
все это имеет место быть, и все это прописано в виде документа принятого, он имеет силу, но силу именно вот такую политической декларации. В прошлом году, на самом деле, ты прав, уже Россию признавали страной террористом, теперь, значит, признали Контртерроризма, да, диктатуры называется. и диктатора, да, ну там с нюансами, но в любом случае от этого России, в общем-то, и Путину ни жарко, ни холодно и не стало, потому что на самом деле это вот политический может иметь последствия какие-то, но вот там четко указано, что после 2024 года, когда полномочия Путина заканчиваются как президента России, все остальные его телодвижения, попытки, значит, стать на очередной срок президентом, они должны быть признаны нелегитимными. Теперь все зависит от решения уже конкретно, например, Европарламента или национальных парламентов стран-членов Европейского Союза, ну и других стран Европы. То есть они могут, конечно, эти решения просто поддержать, решение ПАСЕ, и превратить такой же в юридический документ. Но тогда А могут последствия, ведь конечно, будут серьезные. могут поддержать, но они могут не сработать. Мы с тобой вот до эфира обсуждали еще одного такого персонажа, которого точно так же Парламентская ассамблея Совета Европы и многие государства, в том числе Европы, не только Европы, имеется в виду Александр Григорьевич Лукашенко, конечно же, вот точно так же после прошлых выборов в 2020, да, по-моему, году, его признали нелегитимным президентом, и тем не менее на нем это вообще никак не сказалось, он продолжает гнуть свою линию, он продолжает сидеть в кресло главнюка Республики Беларусь, то есть с него тоже как с гуся вода. Вот хотя, да, многие страны подписались под этим, сказали, мы не считаем его легитимным, ну а в итоге что получили? Вот бегает эта тетка, которую якобы сочли легитимным президентом, где-то там по Европам что-то там выступает, но уже многие ее фамилию-то забыли, даже я. Вот, а Не, я помню, Лукашенко говорит, Тихановская зовут ее. Тихановская, да. Вот, а тут-то Путин-то он хочет поступить умнее. Вот, он-то действительно, он собирается провести какие-то выборы. Тут уже избирательная кампания идет полным ходом. Буквально вот накануне опять ВЦИОМ опубликовал результаты какого-то очередного опроса, непонятно откуда взявшегося. Аж 78% якобы россиян доверяют Владимиру Владимировичу. То есть они сделают вид полной легитимности. Вот как вот на это реагировать? До этого в 2020 году они поменяли конституцию, которая по сути обнуляла все сроки до того как. И Путин лично, кстати, туда внес поправку, что там было не более 2 сроков подряд. Он лично убрал вот это слово подряд в новой конституции, в обнуленной 2 срока и до свидания. То есть он как бы тут выступил на стороне прям демократии. Ну, по крайней мере, вот так вот, если разбираться формально, то получается-то так. Конечно, здесь сравнивать нельзя Лукашенко и Путина по тому политическому весу, который они имеют в мире. И если на самом деле для Лукашенко признание его нелегитимным президентом это так только уколотое самолюбие, потому что он не особо-то, в общем, и был интегрирован в мировое пространство политическое, информационное, все равно как престижной к Кремлю, к Путину, к Москве рассматривался. Фигура такая достаточно условная и марионеточная. То другое дело, когда мы говорим о Путине. Для него вот эта вот легитимность, она все-таки что-то значит. Потому что тогда появляется, ну вот в случае, если вдруг сработает эта резолюция, и на самом деле признают его диктатором и нелегитимным президентом, то, конечно же, тогда появится еще одна линия раскола в мировом сообществе. Когда будут приниматься какие-то документы, в том же самом в ООН, например, да, ведь появляется еще такой очень сильный фактор раздражающий. Например, как это может быть диктатура и страна, где нет легитимного президента, членом Совета Безопасности ООН? А давайте-ка мы тогда, значит, все-таки реформируем и пропишем в уставе ООН, что если вот страна признана и спонсором терроризма, да еще и президент нелегитимный, да еще и страна сама по себе диктатура, значит, как она может быть членом Совета Безопасности? И вокруг этого, конечно, там много начнется разных политических интриг, и я не исключаю, что Россию могут и исключить из Совбеза ООН. А Россия этим местом, конечно, очень дорожит, потому что для нее это трибуна, с которой на весь мир транслируются, продвигаются какие-то российские
политические нарративы. И Не, ну так согласись, это если бы по хотели по всем исключить, давным-давно бы вопросам исключили, пойдут. потому что приедут опять китайцы, приедут опять индусы, приедут опять какие-то еще дружественные страны и скажут, а мы против исключения России из зоны. Этот вопрос уже, Вот. ну, похожие вопросы поднимались неоднократно в Организации Объединенных Наций, и всегда находились те, кто накладывали вето на такие решения. Ну вот, хотя большинство голосов там как раз, ну, если по количеству вот так вот считать, то большинство голосов было как раз вот против А не было России. правовых оснований, Саш, правовых оснований не было для принятия таких решений. Вот в этом случае, если Россия диктатура, террорист и Путин нелегитимный президент, правовые основания вполне появляются. И ты не забывай, что они за этим тянут хвост, большой, очень толстый хвост различных санкций в отношении тех третьих стран, которые продолжают с диктатурой и нелегитимным президентом общаться, как с Ну вполне вот легитимным. поэтому мы с тобой из программы Только в что. программу и обсуждаем ведь одну и ту же историю, да? Несмотря на то, что некоторые там умники сидят и говорят, да Путин повесит железный занавес, сейчас объявит военное положение, сам себя назначит президентом, а он говорит, не, ребята, хрен вы дождетесь, я вам правовых оснований для этого не дам, я проведу выборы, и он уже, они их уже назначили, он, правда, еще не объявил, пойдет он на эти выборы или не пойдет, вот уж где действительно интрига, Вот мы это все интрига! прекрасно понимаем, да. Мы это все прекрасно понимаем, и они эти выборы не просто проведут, они их будут транслировать в режиме онлайн на весь мир, дабы потом где-то там сунуть это вот физиономию и сказать, вот, видите, вот 78% проголосовали, поддержали и бла-бла-бла, и иди докажи, что это не так, иди докажи обратное. Тем более, что я А вот думаю, и что из докажут, так да. называемых дружественных стран туда пригласят каких-нибудь как будто бы наблюдателей, они там обязательно будут, обязательно скажут там, я не знаю, за денежку или там за какие-то обещания ради чего-то еще, они обязательно скажут, нет, что вы, я лично видел, как вот приходила баба Нюра и вот прям со слезами на глазах просила, дайте мне проголосовать за Владимира Владимировича, все это будет. Что они хорошо научились делать, так это пускать пыль в глаза. Вот, особенно Не, ну, вот при помощи медийки. да, но только это совершенно неубедительно выглядит в глазах той же самой Европы или Америки. Может, в это еще поведутся, поверят где-нибудь в Китае, в Индии, может, еще в Бразилии. Традиционно там примерно то же самое происходит. Ну, в Китае, в Индии, в Бразилии нет. Там настоящая демократия, подлинные политические баталии. Тут не важно, как это все будет, картинка показана на весь мир, потому что видели уже референдумы в Крыму и в Донбассе, поэтому, естественно, на это уже просто не реагируют. Ну, или с глубокой иронией ко всему этому относится. Кстати, сегодня анекдот интересный прочитал по поводу вот этих вот аннексий и всего прочего, что если тараканы из соседней кухни забежали на вашу и стали там жить, это не означает, что ваша кухня теперь принадлежит соседу, даже если тараканы провели референдум. Поэтому здесь, естественно, к этому сейчас уже ко всем политическим телодвижениям внутри России относятся скептически, тем более видят, как режим ужесточается. Вот после давешних арестов даже адвокатов Навального, то есть уже адвокатов начинают арестовывать за их профессиональную деятельность. Это уже, казалось бы, дно, днище, все падает, куда-то падает режим. Поэтому найти основания для того, чтобы признать его нелегитимным, ну, найдут. А потом уже будут и серьезные последствия. Например, пугали нарушением санкций по потолку на нефть. Ну, думали, ну, своих-то не тронут, а ничего тронули. Вот США арестовали уже 2 судна из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов за то, что они везли нефть российскую, которая была куплена дороже, чем установленный потолок цен. То есть вроде и Турция, и союзник, и НАТО, и все такое, а Эмираты тем более, военный союзник США. А тем не менее тронули. Поэтому, естественно, если режим путинский будет признан нелегитимным, а кто-то с ним продолжит сотрудничать, ну, санкции тоже могут быть и очень серьезными. То Слушай, а есть тебе цель не есть. кажется, вот у меня иной раз создается впечатление, что это такая одна большая игра на публику? Что это такой договорничок, если хочешь, вот даже, вот, ну, чтобы далеко не уходить там глубоко, вот только что ты сказал, да, арестовали там 2 танкера. А ты реально веришь, что за последние 1,5 года только 2 танкера с российской нефтью куда-то ушло? Ну, это же бред сумасшедшего, мы же понимаем, ушло 200, арестовали 2. Вот для там видимости, знаешь, как обычно бывает, там кто-то украл вагон, кто-то пирожок. Арестовали того, который украл пирожок, и показали, смотрите, мы тут с коррупцией боремся. Тебе не кажется, что вот это вот какая-то вот просто пыль в глаза для народа, а там между собой они давным-давно договорились, и происходит просто какой-то передел.
сфер влияния очередной в мире, которые происходили до этого много раз, до того, как после войны, ну, вы ее называете Второй мировой, мы ее называем Великой Отечественной, до того, как, да, после Первой мировой войны, до того, как перед Первой мировой войной. То есть постоянно передел мира происходит, и вот сейчас, как мне кажется, что-то такое и происходит. И все, что мы видим вот где-то в информационном пространстве, это такие какие-то отвлекающие маневры, какие-то такие вот отвлекающие вещи, которые, ну, выгодоприобретателя, от которых мы рано или поздно увидим, пока просто непонятно, к чему весь этот джаз, зачем все это происходит. Ну, хотя бы вот достаточно вспомнить, да, события, случившиеся 7 октября текущего года, неделю назад, мы с тобой сидели, говорили, нам казались проблемы, одни проблемы, да, вот что вот эта проблема, а 7 октября на Ближнем Востоке случился очередной вооруженный конфликт, который вылился уже во что-то напоминающее международный раскол на уровне ислам, христианство, такой достаточно серьезный уровень, и как бы да продолжается все это дело. Тебе не кажется, что где-то кто-то, они там между собой договорились, а мы просто тут сидим, мы как вот в зрительном зале наблюдаем, чем же все это закончится? Ну нет, у меня такое впечатление, конечно, не складывается, потому что я вообще не сторонник конспирологических теорий, рептилоидов, которые среди нас, да, значит, и каким-то тайным синклитом, который всем миром управляет. Все-таки политика международная, мировая – это хаотичная цепь достаточно случайных событий. Это потом уже историки начинают в них закономерности искать и даже находят. Для этого они ученые. Все к формуле какой-то привести. Что касается российской нефти, то, само собой, танкеры, естественно, ходят и возят. Это все легальные законы, ведь потому что нефть под санкции пока еще не попала. Есть только определенные ограничения по цене на эту российскую нефть. Поэтому я думаю, что пока танкеры плавают и там везут российскую нефть дешевую, то, конечно же, тогда их никто и ловить не будет. Как они только повезли нефть по цене, которая выше установленного потолка санкционного, тогда вот их и поймали. Ну и Ну другим вот будет смотри, наука, сейчас конечно. начался конфликт на Ближнем Востоке, там уже делаются заявления разными лидерами о том, что вот мы перестанем поставлять миру газ, а там мы перестанем поставлять Газ, да, миру нефть. То есть Катар боевые пугает, да. действия, да, и так далее. То есть это же как бы все из той же самой оперы. То есть пока там идет конфликт, я думаю, российские танкеры будут ловить меньше. Ну, по крайней мере, так получается. А может и больше. Дело в том, что, конечно, сейчас опять не хотел бы в конспирологию в какую-то вдаваться, но на Западе все-таки уверены, что за этим конфликтом в Израиле стоит опять-таки Кремль и Москва, зловещая рука Путина. Но на поверку так и получается, что, конечно же, Россия крайне заинтересована, чтобы где-то в мире возник еще очень мощный конфликт и очаг напряженности, который бы отвлек внимание от России. Не случайно, как только Хамас А вторгся Россия в ли? И, Израиль. кстати, а Россия ли это, во-первых? Потому что это действительно самое простое, самое простое, что Ну, самая напрашивается в простая, данной да. ситуации. Вот, Россия, да, но с другой стороны, это вот как была история, когда погиб Немцов. И начали все гадать, а кто же его убил? И я тогда сказал, вы знаете, у меня две версии. И они обе могут быть правильными, потому что и этим выгодно, и этим выгодно. Вот, и пойди докажи, что я не прав. Потому что и тут тоже все может быть точно так же. А что касается, ты говоришь, конспирология, произносишь несколько раз вот это вот слово, я тебе просто напомню небольшой исторический фрагмент, предлагаю вернуться в 2011 год, когда точно так же вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке. Если ты помнишь, он вспыхнул буквально одномоментно, я очень хорошо это помню, вспыхнул с какой-то вот очень смешнючей, на первый взгляд, провокацией, когда на американском YouTube, на нескольких очень крупных каналах, которые, я так подозреваю, были специально под это дело созданы, появился такой фильм, который даже фильмом-то назвать нельзя, такой фильм-самоделка под названием «Невинность мусульман». Но он появился одновременно на всех этих каналах, то есть случилась такая, ну, что-то вроде провокации, это называется у политтехнологов, вот, которая, в общем, привела к недовольству в исламском мире. Начались там какие-то
волнения, начались протесты, мусульмане начали задавать вопрос, что же за херня вообще происходит. В конечном итоге, в результате со стороны Соединенных Штатов в сторону Ливии и Сирии плывут, как и сегодня, авианосцы. Вот. Затем совершенно случайно убивают Каддафи. И если ты помнишь, по соцсетям тогда гуляла даже картинка вот этого убитого Каддафи, и над ним сидит американский посол, вот так вот показывает пальцем, что еще больше распалило исламский мир, как там и уже все эти протесты перешли в настоящие погромы и в настоящее недовольство. Через пару дней убивают этого американского посла, и опять по всему интернету гуляет картинка, как вот этот растерзанный американский посол лежит, и над ним его убийцы вот так же точно сидят. Это послужило тем, что американцы сказали, ах, вы нашего посла грохнули, начинаются боевые действия со стороны США. В результате начинается полномасштабная война в Сирии, которая продолжается по сей день. На Ближнем Востоке в это время как раз вот в нефтегазовых странах происходит передел рынка, то есть под контроль переходит этот рынок определенным выгодоприобретателям, и очень быстро весь этот конфликт сходит на нет. Ну, война в Сирии только продолжается, хотя она такая сегодня вяло текущая. Вот. А ты говоришь, теория заговора. Вот она, Как реальная сказать? история, которая случилась там 12 лет назад. Я говорю как раз о том, что не нужно видеть во всем закономерность какую-то и определенные планы. Потому что и убийство Каддафи, и убийство американского посла – это все-таки политические такие хаотические процессы, которые потом уже мы выстраиваем цепь Которые закономерности. послужили Это для конспирология и определенных называется. выгодоприобретателей. Нет, ну Ну, кто-то на конечно, ну, этом денег конечно. Слушай, заработал. То есть рынок нефти-то на Ближнем Востоке ну подожди, переделили в конце концов. по-бытовому, То есть давай принесли в так, жертву дом Каддафи и загорелся. посла, ну, рынок отошел тому, кому отошел в конечном итоге. И вот Вот сегодня дом мы горит. наблюдаем, вдруг какие-то палестинцы непонятные идут с оружием в Израиль, который, я не думаю, что у палестинцев хватило мозгов, тем более, как сегодня выясняется, палестинцы от этого Израиля зависят по всем Расист. статьям. То есть они им электричество поставляют, и тепло, и как теперь оказывается Это еще все и известные воду факты. Нет, питьевую. Нахрена ну они это туда тебя... полезли? Очевидно, что их кто-то науськал. Сегодня Но, буквально проходит информация, от американцев ее вбрасывают, что ожидаем полномасштабного вторжения Азербайджана в Ереван. в Вот он, Армению, Ростов. да. Это, Да, это в мы все, Армению. это мы всё читаем и следим. Может, ты только ты и узнал, что, да, значит, Израиль содержит сектор Газа, но там не только Израиль, вся Европа и Америка в том числе его содержит. Это все были вещи известные. Я хочу сказать о том, что когда пожар в доме, кто-то, конечно, людей спасает, а кто-то начинает вещи оттуда таскать и мародерить. Так вот и здесь, когда пожар случается, кто поджигал, это уже дело десятое. Важно, кто выгоду приобретает и кто этим воспользовался. Вот в Я об данном этом и случае, говорю. если мы вернемся как раз к Хамасу и к Израилю, выгодоприобретателем пока выступают Россия и Кремль, больше никто. Потому что на самом деле заговорили о том, что Америка и Европа не смогут помогать сразу Израилю военную помощь оказывать, и одновременно Украине. И поэтому, естественно, Украина оказывается здесь обделенной этой помощью. Вот, что не могло не порадовать российских военкоров, которые об этом увлеченно очень пишут уже Ну, с другой восьмой день, как стороны, ты идет знаешь, я и конфликт другую в Израиле. информацию слышал о выгодоприобретателях, которая в первые дни появилась, что, в принципе, это могли сделать и спровоцировать все это дело и израильские спецслужбы, потому что до сих пор нет ответа на вопрос, как мощнейшая спецслужба в мире Моссад вообще все это допустила. Вот как Ну, они это дело прощелкали десятое. все это дело, тем более, что вот эта вот история от 7 октября, она была точным повторением начала войны с 50-летней давности. Ну, я никогда не поверю, Саш, что израильтяне такие идиоты, что они не учитывают ну, уроков ну а прошлого. вот видишь, не учли. В тот раз тоже война судного дня началась совершенно неожиданно. И хотя Голда Меир ее выиграла, она ушла после этого в отставку. Что говорить об Израиле, никакой выгоды пока нет, абсолютные потери. Мало того, что репутационные, политические, потому что мир как-то больше всегда симпатизировал именно угнетенным оккупированным арабам, нежели Израилю. А во-вторых, экономические. Я за биржей израильской слежу тоже уже не первый день и вижу, что у них и шекель падает, стремительно причем падает. Акции, естественно, хай-тековские, это драйверы как раз экономического роста Израиля, они тоже падают.
То есть потери по всем фронтам идут, и дефицит, и огромные расходы на бомбоубежище. Я уже, конечно, но в первую очередь мы ставим человеческие потери, то есть 1300 убитых уже подтвержденных, а сколько их еще найдут. Да и тем более никто не сказал, что этот конфликт закончится завтра. Поэтому в любом случае Израиль на этом только теряет. Кто приобретает? Пока приобретает только Кремль. Не случайно Путин, например, так храбро и отважно отправился в Бишкек. Первый раз за год выехал. Он понял, что сейчас не до него, и не будут обсуждать его этот визит, требовать, чтобы Киргизия его арестовала, потому что все сейчас внимание всего мира приковано, конечно, к Ближнему Востоку. А что ты заговорил об Азербайджане и Армении? Да, но я это и прогнозировал, что, конечно, Азербайджан на этом не остановится. Они просто восстановили суверенитет над Карабахом, но это им тоже практически ничего не дает, кроме политического пиара. А вот Зангезурский коридор пробить до Нахичевани – это да. Следующий шаг – это может быть, конечно, вторжение в Армению. Но все это называется как раз каскадные региональные конфликты. И опять-таки тут главный приобретатель и выгодополучатель – это, конечно же, Путин. Потому что Америка тоже на этом ничего абсолютно не Ну, я не знаю, выигрывает. я говорю, у меня Абсолютно. такое ощущение, что ты сейчас целиком и полностью выступаешь на стороне Путина, то есть пытаясь донести до нашей аудитории, что Путин, ну, такой Да, крутой да, мужик, да, вы да. Меня в смотрите, этом что он обвиняют. Меня в замутил, этом обвиняют какую все кашу-то время. чувак в мире заварил. У него тут, значит, это самое конфликт и так такой вяло текущий, непонятно, что в стране, доллар падает, а он, опа, и опять всех переиграл. Я думаю, пропагандисты тебя Но про, послушают, про обязательно доллар, возьмут на про вооружение евро. эту историю и будут в ближайшее время, ближайшую неделю, по крайней мере, рассказывать, как в очередной Ну, раз Владимир Владимирович всех переиграл. Вон о что они будут замутил, целый Израиль на втором поимел. месте. В очереди ко мне они будут на втором месте, потому что меня тут тоже постоянно упрекают, что я тайный путинист, когда рассказываю о победах Путина. Но дело в том, что недооценивать противника еще опаснее, чем его переоценивать. Если ты его переоценил и вооружился до зубов, а он на тебя не напал или напал и поломался, это одна история, и это все хорошо заканчивается. Если ты недооценил противника, вот как это случилось в Украине как раз, и в результате мы имеем войну, продолжающуюся второй год, и с открытым финалом, непонятной датой завершения, с огромными расходами для всего мира и с издержками с большими. Так и здесь. Не надо совершенно, когда представляют Россию там страной, сделанной из говна и палок, а значит, путинский режим колос на глиняных ногах, ой, мятеж Пригожина, сейчас, значит, все рухнет. Я к этому относился крайне скептически, свой скепсис никогда не скрывал. Не нужно недооценивать те мощнейшие ресурсы, которые есть у России, и которые она способна и может конвертировать и в военную мощь, и в разведывательную мощь в том числе. Что касается, конечно, Хамаса, его науськали, но кто науськал? Та же самая Хизбалла. А то, что боевики Хамаса и исламского джихада проводили подготовку на полигонах в Сирии под инструктажом вагнеровцев, это тоже факты уже совершенно известные. Поэтому не случайно Россия сейчас... Почему она надавила на Израиль? Конечно, это, конечно, давление на Израиль, потому что Израиль тоже до сих пор так как бы не определился, колебался между поддержкой Украины и дружбой с Россией. Но в последнее время стали все-таки израильтяне поставлять оружие в Украину. Ну вот за это и получили. Вот за это и получили. Поэтому я говорю, что влияние Путина совершенно, в том числе на Ближний Восток, совершенно нельзя недооценивать. Это крайне и крайне опасно. Вот тогда мы и будем такие вот конфликты получать. Ладно, давай будем откланиваться, потому что уже далеко выплыли за хронометраж. Ну а решение пусть принимают сами зрители. Это была Россия без будущего. Меня зовут Александр Маненков, мой соведущий Андрей Кузичкин. Увидимся, услышимся. Тебе слово и закрывай программу. Да, конечно, жизнь наша очень сложна, и то, что происходит, мы не всегда способны сразу же понять, и пытаемся найти какие-то простые ответы на сложные решения. Но эти простые ответы бывают, однако они очень часто бывают как раз ошибочны. Поэтому давайте не будем упрощать нашу жизнь, а будем все-таки пытаться понять и разобраться в тех сложностях, которые происходят у нас, вокруг нас и в нас самих. Когда мы это поймем, то жизнь наладится, хотя это не гарантирует будущее России. Все, пока. Пока. Счастливо.